Эйо, злобный котик в эфире. Чё как? Я думала, что раз уж так получилось, что на моем канале откуда-то взялось целых 2 гайда на персонажей из меты, то почему бы не поговорить об еще одном его участнике? Уверена, что многие знакомые со мной и моим каналом люди сейчас тихо ликуют. Ведь да, о ком я могу рассказать лучше, если не о наемнике? Я до сих пор пускаю скупую женскую слезу, вспоминая свое 11-е место в топе на этом персонаже. Немного ведь не дотянула до первой десятки, прежде чем забросить ранговые матчи. Ладно, думаю, достаточно с вас моего нытья, ведь вам, скорее всего, не терпится послушать о Мерке, главном спасателе этой игры. Я зову его главным не потому, что когда-то мейнила его. Это скорее общее мнение игроков на его счет. Много ли в игре персонажей, которых надо шлепнуть 3 раза, прежде чем уложить на землю без задержек? Окей, наемник, с чем же тебя едят? Давайте попробую вас удивить. С часами? Нет, серьезно, неужели тут может быть какой-то другой вариант? Вот только давайте постараемся забыть о гайдах на Мерка, в котором присутствует билд со спидами от Акон. Это, вообще что такое? Если вы хотите Мансити не спасать, то вам стоит забыть о наемнике. Он спасатель. Это не только мое непоколебимое мнение, это суровая правда, основанная на его характеристиках. Нехилое ослабление скорости расшифровки, ускоренная анимация преодоления препятствий, имбовые наручи и возможность получать по жопе больше, чем другие. Тут все просто говорит само за себя. Мерк тот, кто будет вечно лезть на рожон. Однако у таких свойств есть и свои побочки. Помимо улиточной скорости декода, с каждым ударом лечить наемника будет становиться сложнее. Именно за этот его дебаф некоторые игроки его не любят. Потому этот персонаж нуждается в билде на буст от хила самого себя, а это стикер и вон тот показывающий «Окей, чувак» слева от него. Новички часто полагают, что за наемника легко играть. Даже многие старички могут бездумно советовать играть за Мерк, если человек не уверен в своих навыках. Я даже думать не хочу о том, чем они руководствуются, делая такие выводы. Просто разве может тот, от кого напрямую зависит жизнь тиммейтов, быть изи персонажем? Опытные ребята давно убедились в том, что первое спасение со стула с большой вероятностью предопределяет исход матча. Даже если тиммейт упал слишком быстро, хороший Мерк будет способен спасти и засейвить его так, что те судьбоносные 60 секунд для расшифровки первых машинок будут компенсированы. Зачастую охотники будут игнорировать Мерка в начале игры, но если такое не произошло, то вы вправе использовать свои наручи без угрызений совести. Ваша задача как можно дольше тратить время и ману в начале матча. Разные охотники поступают по-разному. Кто-то игнорирует наемников, кто-то уходит от него после первого хита, кто-то после второго, а кто-то упорно пытается уложить его на стул. Все, что вам нужно, это не дать последним 3 типам охотников то, чего они хотят. Постарайтесь продержаться максимально долго без хита, используя свои наручи. Как их использовать? Активируйте наручи, тапнув по ним, а затем боком врежьтесь в какую-нибудь поверхность. Персонаж оттолкнется от нее и улетит в сторону, куда смотрит камера. Советую после отталкивания сразу деактивировать их, чтобы случайно не потратить еще одни. Избегайте углов и круглых поверхностей, потому что контролировать траекторию полета после отталкивания от них намного сложнее, что может сыграть с вами злую шутку. Потренируйтесь в кастомах, это действительно поможет вам лучше почувствовать механику наручей. А теперь поговорим о спасении. До момента, пока первый сурф не упадет, вы должны декодить. Вы и так ставите под угрозу генраж своим дебафом, потому нет нужды усугублять ситуацию. Обязательно сообщайте команде, какую машинку вы заводите. В большинстве случаев до первого спасения закончить ее все равно не успеваете, а так ближайший к вам сурф доделает ее за вас. Вообще, Мерк один из самых общительных персонажей игры. Его задача постоянно следить за сообщениями товарищей. Если в команде есть механик, который оказался к стулу тиммейта ближе, чем вы, то, скорее всего, спасать пойдет именно он. Но зная, какими могут быть рандомы, лучше следить за сообщениями. Если механик молчит, то спасать идете вы. Вы должны хорошо знать карты, чтобы точно рассчитать, когда выдвигаться для спасения. Но если не уверены в своих силах, делайте это сразу, как сурва посадили на стул, а в случае больших карт и того раньше. Избегайте инстанс-сейвов, если есть такая возможность. Короткое в ожидании помогает выиграть немного времени остальным тиммейтам для расшифровки. Однако вашей первостепенной задачей является все-таки спасти человека до 2-й стадии, при этом не словив хит самому. Второе может показаться вам странным, ведь разве Мерк не тот, кто должен подставляться под удары до потери пульса? Нет, точно не после первого спасения. У спасенного уже будут часы, заботливо выбранные вами в качестве билда. Вы должны позаботиться о том, что вы сможете хорошо спасти и засейвить его во 2-й раз. Поэтому старайтесь не словить ни террор, ни простой хит и до, и после первого спасения. Конечно, бывает всякое, и если вы все-таки словили хит до спасения, то расстраиваться не стоит. Просто сразу возвращайтесь к декоду.
Смысла бежать к своей первой машинке нет, так как вы сообщили, где вы декодили, кто-то другой уже доделывает ее. Поэтому просто начните новую поблизости. Когда наступает время для второго спасения, вы превращаетесь в куклу для битья. Это как раз является самым сложным в игре за наемника. Во-первых, вам опять надо постараться не словить хит до того, как вы спасете. А вот после спасения, всеми силами пытаться не дать охотнику ударить по тиммейту, прикрывая его собой. На словах звучит просто, но на деле все сложнее. Вы должны читать вашего тиммейта, чтобы угадывать траекторию его бега, поглядывая при этом на ману, чтобы подставиться под удар. Тяните время, мешайте охотнику, пока вы не упадете. Будем надеяться, что к моменту, когда вы упали, последняя машинка будет уже наготове дать желанный адреналин. Кстати говоря об этом, у Мерка задержана реакция на урон, поэтому если дать адреналин после первого удара по Мерку, он не вылечится. И когда таймер урона достигнет середины, Мерк окажется раненым. Имейте это в виду. Опять-таки, благодаря этой задержанной реакции на урон, наемник не упадет от наеда, если у него было full хп перед ударом. Не касается фотографов, у них наед это 150% от удара, от него падает даже Мерк. Вы можете воспользоваться этим, чтобы засейвить бегущего к воротам тиммейта, подставившись под удар охотника. Не нарушая традиции, подведем итоги. Какой Мерку билд? 36 плюс стикер и буст на отхил от рук товарищей. Для чего нужны наручи? Если охотник первым пошел за вами, используйте их, чтобы отмонтить максимальное количество времени. В иных случаях вы можете использовать их, чтобы вовремя подлетать к стулу для спасения или чтобы умчаться от наеда. Мерк это Боже, неужели это у вас все еще может вызывать вопрос? Надеюсь, что я ничего не упустила, так как гайд для этого персонажа дался мне намного сложнее, чем для остальных. Уж слишком много эмоций я испытываю, когда речь идет о наемнике. Ах, Наиб, прости, что перестала играть тобой. Приятной вам игры. Не надо бодиблочить после спасения до второй стадии, спасибо.